Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро освежить, омолодить дряблую видающую кожу. Маска убирает морщины, в момент подсыхания дает подтягивающий эффект, в момент смывания дает очень мягкое очищающее воздействие. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Также эту маску можно делать и курсом. Курс продолжается 3 дня. Сделайте 3 дня подряд эту маску, затем сделайте перерыв, и вы заметите, как улучшится состояние кожи. Также для профилактики появления преждевременных морщин и пятен можно сделать эту маску 2 или 3 раза в неделю. Маска идеально подходит для ухода за возрастной кожей лица, шеи и кожи зоны декольте. После применения этой маски обязательно поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите куриное яйцо. Куриное яйцо нужно разделить желток от белка. Для сегодняшней маски нам понадобится желток. Разделяйте куриный желток от белка простым легким движением. Для сегодняшней маски нам понадобится желток. Белок уберите в холодильнике и держите в закрытом виде до приготовления завтрашней маски. Желток отлично смягчает кожу, в момент подсыхания дает подтягивающий лифтинг-эффект. К тому же желток очень хорошо разглаживает глубокие морщины, убирает сухость и шелушение. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится пищевая сода. Сода – это наилучший очищающий компонент, который вы можете использовать в домашних условиях. Сода в сочетании с желтком также в момент смывания будет давать и легкий скрабирующий эффект. Возьмите пищевую соду без горки. Я уверена, что вы так же, как и я, полюбили маски, в состав которых входит обычная пищевая сода, и заметили их эффективность. Затем тщательно вбейте соду в желток яйца, так, чтобы не было комочков. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно взбивайте компоненты. От того, насколько тщательно вы вбили один ингредиент в другой, будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Качественный процесс приготовления домашней маски будет более эффективно ухаживать за вашей кожей. Смешайте компоненты так, чтобы не было комочков. Все свои домашние маски я делаю в режиме реального времени, и на процесс приготовления каждой маски у вас уйдет не более 8 минут. После того, как тщательно вбили соду в желток, маска должна иметь вот такую приятную консистенцию. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е усилит эффективность желтка. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Без витамина Е ваша кожа будет выглядеть тусклой, увядающей, появится дряблость. Чтобы справиться с этими проблемами и предотвратить появление преждевременных морщин, используйте для приготовления домашних масок витамин Е. Если у вас витамин Е в капсулах, то для сегодняшней маски нам понадобится 1 капсула. Кстати, витамин Е в капсулах я принимаю вовнутрь, а для приготовления домашних масок стараюсь использовать масляный состав витамина Е. Также для сегодняшней маски идеально подойдет и Аевит, который продается в аптеке. Это сочетание витамина Е и витамина А. Также вы можете отдельно использовать эти компоненты. Добавьте в сегодняшнюю маску 5 капель витамина Е. И отдельно добавьте в сегодняшнюю маску 5 капель витамина А. Витамин А продается в аптеке в формах выпуска ретинола ацетат, либо ретинола пальмиат. И тот, и другой вариант хорошо подходит для приготовления домашних масок. Также добавьте 5 капель витамина А. И тщательно вбейте все компоненты так, чтобы получилась однородная приятная консистенция, удобная к нанесению.
Для удобства нанесения этой маски добавьте в сегодняшний рецепт небольшое количество базового крема. Крем вы можете использовать тот, который наносите на кожу регулярно. В качестве базового крема вы можете взять легкий крем, не обладающий большим количеством питательных компонентов. Базовый крем дает очень хороший связующий эффект, и процесс нанесения и усвоения домашней маски будет эффективным. Возьмите половину чайной ложки базового крема. В качестве базового крема вы можете взять абсолютно дешевый крем. Это может быть крем от Чистой линии, концерн Свобода, концерн Калина. Для сегодняшней маски вы также можете использовать и недорогой крем Вечер, либо Герантол. Тщательно вбейте базовый крем в желток, также, чтобы не было комочков. Постарайтесь все домашние маски взбивать так, чтобы компоненты хорошо вошли во взаимодействие и тем самым хорошо воздействовали на вашу кожу. Взбейте маску так, чтобы получилась приятная, воздушная, пышная консистенция. Для того, чтобы в процессе нанесения этой маски вы также получили и ароматерапию, я рекомендую добавить в сегодняшнюю маску эфирное масло перечной мяты. Также вы можете добавить в сегодняшнюю маску эфирное масло лаванды, жасмина, пачули, масло цитрусовых. Если вы добавляете в домашнюю сегодняшнюю маску масло цитрусовых, апельсина, лимона, грейпфрута, то также эта маска приобретает и осветляющее воздействие. Нужно взять всего лишь одну каплю эфирного масла. Кстати, масло перечной мяты хорошо успокаивает кожу и хорошо увлажняет. Нужно взять 1 или 2 капли. Не путайте эфирные масла и косметические масла. Все эфирные масла нужно использовать в сочетании с базовыми маслами, либо добавляя в домашние маски по 1 или 2 капли. Маска имеет очень приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Маска имеет очень приятный аромат. Нанесите эту маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Также можно нанести эту маску на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз, не заходя на слизистую оболочку. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.